Здравствуйте, друзья! Мы начинаем, как не скажу проект, потому что не успеем мы начать, как он тут же закончится. Мы начинаем спрашивать у людей в Европе, знают ли они, что произошло 8 мая 1945 года и что они по этому поводу думают. И наш опрос сейчас в Берлине возле мемориала павшим советским воинам. Меня зовут Ханс, я живу здесь, в Берлине. Скоро 8 мая, Ханс. Вы в курсе, что случилось 8 мая 1945 года? Что случилось в тот день, не знаю, но это где-то около конца войны. Воевали ли ваши деды на этой войне? Мои деды не воевали на этой войне, потому что в то время они были детьми. Но два моих прадеда погибли во время войны. Один был учителем, его взяли из деревни, в которой он жил, а второй был солдатом. Я всегда пытаюсь слушать моих прадедов, которым сейчас по 80 лет, слушаю про Вторую мировую войну. Считаю очень важным, чтобы никогда не забыть о том, что тогда случилось. Ваши прадеды погибли на этой войне. Знаете ли вы, где это случилось? Нет, не знаю, но знаю, один погиб в России, а второй просто пропал без вести. Никто не знает, где он. А что вы думаете по поводу победы Советского Союза над вашей страной? Вы знаете, это не моя страна. Я слишком молод, чтобы иметь какие-то связи с тем, что тогда случилось. Я не считаю это войной против моей страны. Это была война против преступников, против фашистов, которые правили страной. Германия, которая у нас сейчас, это что-то другое. Надеюсь, мы никогда не забудем о том, что тогда случилось. Собираетесь ли вы как-то праздновать День Победы? Люди в Германии как-то отмечают этот праздник? Нет, не совсем, не отмечаем. Я никогда не праздновал День Победы, но если включить в этот день телевизор, тогда можно увидеть много документальных фильмов про Вторую мировую войну. Но мы не празднуем этот день. Это интервью будут смотреть люди из Восточной Европы. Они будут праздновать День Победы над фашизмом. Может быть, вы хотели бы им что-то сказать? Вот это сложный вопрос. Думаю, что люди в моем возрасте, которые будут это смотреть, они не могут вполне понимать, что тогда произошло. Но люди в моем возрасте, мое поколение, могут сделать свое дело, могут сделать так, чтобы такое никогда больше не случилось. Особенно сейчас, когда все в Европе смотрят на правую сторону. Вы знаете, что политики снова начинают смотреть вправо, начинают националистами быть. Считаю, что это нехорошо, и думаю, что молодые люди, молодое поколение должно сделать все, чтобы избежать ужасных вещей, которые могут опять случиться. Думаете ли вы, что это возможно, что немецкий народ скажет спасибо русскому, украинскому, белорусскому народам за освобождение от, как вы сказали, нацистских преступников? Да, думаю, это возможно. Я хочу сейчас сказать спасибо, но все-таки это сложно говорить спасибо за то, что случилось 70 лет до того, как я родился. Я, конечно, хочу сказать спасибо, но мне просто сложно найти связь с этим. Слышали ли вы о том, что случилось 8 мая 1945 года? Понятия не имею. День Победы, конец Второй мировой войны. Гитлер был побежден войсками Советского Союза и западных союзников. Ну окей. Собираетесь ли вы как-то праздновать этот день? Нет, не думаю. А что вы думаете по поводу конца Второй мировой войны? Вы рады тому, что сюда пришли солдаты Красной Армии, освободили от фашизма Берлин, половину Европы? Что вы об этом думаете? Как все вещи в истории, у этого события были свои последствия и своя польза. Но это для вас положительное событие, негативное, а может нейтральное? Я не жил в то время и не знаю точно, что тогда случилось. Если вы сюда приходите, вы видите памятники, очень много фамилий людей, которые погибли в борьбе против Гитлера.
Внуки этих людей будут смотреть данное интервью. Думаете ли вы, что люди, живущие в Германии и в Европе, должны быть как-то благодарны? Не знаю, может, должны сказать спасибо за освобождение? Как лично вы считаете? Вы не думаете, что вы должны, допустим, сказать спасибо? Считаю, что семьи всех убитых солдат заслуживают уважения. Это относится к странам антигитлеровской коалиции, к русским и к немцам. Это всегда трагедия, когда гибнут люди. Но вы счастливы, что Гитлер проиграл войну? Не знаю. Это серьезно величественное мемориальное место. Чувствуется что-то вроде гордости, что причина этой войны закончилась. Но я уверен, что много людей, много невиновных людей погибло. Вы знаете, немцы, русские, поляки, британцы. Но это все было задолго до того, как я родился. Не знаю, что сказать. Знаете ли вы, что случилось 8 мая 1945 года? Это был день полного поражения Германии. 8 мая это тоже дата начала раздела на Восточную Германию и Западную Германию. Это была, как можете увидеть здесь, российская победа. А сегодня помнит ли Европа о конце Второй мировой войны, как вы думаете? Сложный вопрос. Бывает у меня такое впечатление, что молодые люди не знают ничего про то, что случилось во время Второй мировой войны. А если не знаешь свою историю, не знаешь, кто ты. Должна ли Европа сказать спасибо тем людям, которые воевали против Гитлера и нацистской Германии? Да, думаю, да. Потому что все эти люди отдали свои жизни за нашу свободу. И не имеет значения, откуда они, из России, Америки, Польши или Нидерландов. Эти люди погибли за то, чтобы мы могли свободно говорить то, что хотим. Это дало нам свободу. Эти люди отдали свои жизни за мою свободу. Это видео будут смотреть внуки тех солдат. Тогда я могу сказать только лишь спасибо. Не имеет значения, откуда они пришли. Они нас освободили. Знаете ли вы, что случилось 8 мая 1945 года? Мне кажется, что тогда была Вторая мировая война. Война между Германией, США и Россией. А знаете ли вы, кто победил? Думаю, американцы. Это то, что я знаю из уроков в школе. Этот памятник на заднем фоне построен советским солдатам, которые победили Гитлера. Вы счастливы, что Гитлер проиграл войну? Я серьезно, очень счастлив, что Гитлер был побежден этими людьми. Это великолепное чувство. Я рад тому, что я здесь. It's a great feeling to be here and to know that those people over here. Что эти люди убили нацистов и Гитлера. Я раньше об этом не знал. Это интервью будут смотреть внуки тех солдат. Может бы вы хотели бы им что-то сказать? Я бы хотел сказать спасибо за то, что сделали ваши семьи. Знаете ли вы, что случилось 8 мая 1945 года? Нет. В этот день закончилась Вторая мировая война. А знаете ли вы, что за памятник стоит за вашей спиной? Нет. Это памятник советским солдатам, людям, которые воевали против Гитлера в Красной армии. Ну хорошо. А вы счастливы из-за того, что Советский Союз, западные союзники победили Гитлера? Да, я очень счастлива, потому что я не могу представить себе жизнь, в которой был бы Гитлер, с этими делами, связанными с евреями, с депрессией. Какая страна победила Гитлера? Я думаю, что Гитлера победили все страны вместе. А какая страна потеряла больше всего солдат и гражданских? Польша. Польша? А кто еще? Думаю, Германия.
А вообще-то скажите, сколько вам лет? 21 год.